Сегодняшний рассказ переносит нас в Таиланд, недалеко от города Кхонкаен. На перекрестке возле заправки люди заметили маленькую коричнево-белую собачку, которая каждый день приходила в одно и то же место. Это было странно. Поначалу он казался собакой, о которой хорошо заботятся. Он был не слишком тонким и чистым. Поначалу никто из проходящих мимо людей не мог догадаться, какую тайну на самом деле хранит собака. Животное долго оставалось на месте и, похоже, не собиралось идти домой. Потом некоторые люди начали наблюдать за собакой и заметили, что он постепенно худеет и слабеет. Он также, судя по всему, страдал кожным заболеванием, из-за которого у него выпали волосы. Бедная собака была в ужасном состоянии. Многие отзывчивые люди в этом районе были полны решимости помочь собаке, а некоторые даже были готовы подарить ей новый дом. Все они начали называть пса Леа и вместе заботились о нем. Женщина по имени Савалак видела, что Леа с каждым днем становилось все хуже и состояние его кожи явно причиняло ему боль. Женщина не могла смотреть, как собака медленно гибнет, и была полна решимости помочь ему. Однажды по дороге на работу она проезжала перекресток и увидела страдающую собаку, которая едва могла стоять. Она остановилась, набралась смелости и взяла его с собой домой. Она заботилась о его коже, мыла его специальным шампунем и расчесывала волосы. Затем она позволила ему отдохнуть в своем доме и позаботилась о том, чтобы он накормил что-нибудь вкусненькое. Вскоре Леа явно почувствовал себя лучше. У Савалака все более крепкая связь с собакой. Но однажды, когда она вернулась домой, Леа исчез. Она отчаянно искала его, но безуспешно. Леа исчез. Потом она кое-что вспомнила. Так быстро, как только могла, Савалак побежала обратно к перекрестку, где она впервые нашла Леа. И действительно, он был там. Леа оставался с ней столько, сколько ему нужно, чтобы снова встать на ноги, но затем вернулся к перекрестку. Но что сделало это место таким особенным? Почему он продолжал туда возвращаться? После тщательного размышления Савалак решил, что знает ответ. Она подозревала, что Леа ждет свою семью. Возможно, она потеряла его на этом перекрестке или даже намеренно бросила его. Может быть, он продолжал возвращаться в это место в надежде, что они в конце концов его найдут. Это было единственное, что имело для нее смысл. Ей разрывалось сердце при мысли о Леа, который с надеждой ждал возвращения своей семьи. Если бы они хотели вернуться к нему, они наверняка уже это сделали. В следующий раз Савалак отвозил его домой еще несколько раз, но каждый раз он убегал и снова ждал на рассматриваемом перекрестке. В конце концов она смирилась с тем фактом, что Леа хочет остаться там и ждать. Но это не означало, что Савалак не позаботится о нем. С тех пор она каждый день приносила ему что-нибудь поесть. Она сидела рядом с ним и даже расчесывала ему волосы, чтобы они снова не спутывались и чтобы кожа оставалась здоровой. Это было не то же самое, что отвезти его домой и полюбить его, но, по крайней мере, о нем можно было позаботиться. Многие люди были очарованы собакой, которая осталась на перекрестке. Некоторые регулярно навещали щенка, а некоторые даже помогали его кормить. Он был таким любящим псом, который наслаждался всем вниманием, которое ему оказывали. Еще одной полезной женщиной, которую встретил Леа, была Анучи Тунчарен. Она также видела затруднительное положение Леа и пыталась подумать, как она могла бы ему помочь. 4 долгих года Леа сидел на перекрестке и ждал, когда его хозяин вернется домой. Это было печальное зрелище. Тогда у Анучит возникла идея, как она могла бы помочь Леа. У нее было много фотографий собаки, поэтому она взяла их и воспользовалась возможностями интернета. Повысить осведомленность о Леа в социальных сетях. Она написала пост о грустной собаке, которая упорно живет на улице. Она надеялась, что этот пост каким-то образом найдет семью, которую он потерял, и приведет к особенному воссоединению. Однако она никогда не ожидала, что этот пост вызовет такой ажиотаж. Многие люди были тронуты и полны решимости помочь собаке найти ее первоначальных владельцев. Они поделились публикацией на своих страницах, и она даже распространилась по всему миру. Многие люди по всему миру проявили интерес к этой истории и были обеспокоены будущим Леа.
Одним из них был Нанг Носитисарн. Это была 64-летняя женщина из провинции Роэт в Таиланде. Она была шокирована, когда увидела фотографии Леа. Собака на фотографиях была очень похожа на ее любимого пса Банбона. Она потеряла собаку 4 года назад во время путешествия с мужем после того, как она сбежала во время прогулки недалеко от Кхонкаэна и так и не вернулась. Он исчез, и семья была убита горем. В течение недели они возвращались в этот район и обыскивали улицы, где его потеряли. Но от него не осталось и следа. С тяжелым сердцем им, наконец, пришлось признать, что они, вероятно, никогда больше не увидят свою собаку Банбон. Вероятно, он попал в аварию или кто-то другой нашел собаку и оставил ее себе. Супруги по-прежнему не уверены в судьбе собаки. Однако в какой-то момент они потеряли надежду когда-либо снова увидеть собаку. Но когда 4 года спустя они увидели фотографии Леа, они были уверены, что это Банбон. Он так долго ждал их, и теперь они наконец смогли увидеть его снова. Они не могли поверить своему счастью. Они связались с Анучи Тунчарен и показали ей несколько имеющихся у них фотографий Банбона. Леа явно был той же самой собакой, и Анучит согласилась. Они договорились, что Нанг Ной и ее семья приедут и лично увидят Леа. Анучит позаботилась о том, чтобы Савалак мог попрощаться с животным, если семья решит забрать его домой. Ведь женщина присматривала за Леа последние 4 года. Наконец настал момент, которого все ждали. Семья подошла к перекрестку. Савалак и Анучит уже были там, Леа лежал в тени рядом с ними. Затем Нанг Ной и ее семья вышли из машины и позвали собаку. Когда Банбон услышал свое имя, он поднял голову. То, что произошло дальше, просто невероятно и едва ли можно выразить словами. Он встал и побежал к своей старой семье. Он вилял всем телом, а не только хвостом. Было видно, что пес был невероятно рад снова увидеть своих любимых людей. Он ждал ее 4 долгих года. Похоже, он беспокоился о ней все эти годы. Теперь они воссоединились, и он мог видеть, что в его семье все хорошо. Но в этот момент история приняла неожиданный оборот. Семья поблагодарила Савалака за заботу о Банбоне, и пришло время прощаться. Савалак со слезами на глазах обнял Банбона. Она так сильно полюбила его. Затем семья позвала его сесть в машину. В этот момент произошло невероятное. Банбон отказался к ним идти. Они попытались его поднять, но он убежал от них и продолжал сидеть рядом с Савалаком. Они все поняли, что собака пыталась им сказать. Похоже, он решил остаться с женщиной, которая заботилась о нем последние 4 года. Он просто хотел знать, что с его семьей все в порядке, но теперь он хотел остаться со своей девушкой. Семья уважала решение Банбона и позволила ему остаться с Савалаком. Теперь они часто приходят в гости и даже предлагают оплатить счета за ветеринара. Но было ясно, что это уже не ее собака. С тех пор Банбон жил с Савалаком и больше никогда не сбегал. Если эта история тронула вас так же, как и нас, вам стоит посмотреть это видео. Плачущий медведь умолял мужчину о помощи. То, что произошло дальше, невероятно. Нажмите здесь, чтобы получить полную историю.